Второй день в Барселоне мы решили начать с прогулки по одному из главных проспектов города Пасео де Грасия. Это одна из самых дорогих улиц в Испании с многочисленными брендовыми магазинами, отелями и ресторанами. В некоторые магазины, чтобы попасть, туристы готовы стоять в очереди. Но Пасео де Грасия известен еще тем, что здесь можно полюбоваться архитектурой знаменитых каталонских архитекторов. Одним из самых выдающихся зданий является Каса Мила, над созданием которого работал Антонио Гауди. Этот дом строили в период с 1906 по 1912 год. Заказчиками дома являлась семейная пара Пере Мила и Розер Сигимон. Они являлись представителями зарождавшейся барселонской буржуазии начала 20 века. Надо сказать, что в начале 20 века проспект Пасео де Грасия становится одним из самых привилегированных районов Барселоны. Здесь начали приобретать и строить изысканные дома. Владельцы были один богаче другого, которые соревновались между собой, чей дом окажется более экстравагантным, привлекая при этом лучших архитекторов. Стоимость посещения Каса Мила 25 евро с бесплатным аудиогидом. У посетителей есть возможность посмотреть несколько комнат, чердак и крышу дома. Продолжаем гулять по кварталу Раздора, и сейчас мы приближаемся к самой уникальной работе Антонио Гауди среди светских заказов. Это Каса Бальо, настоящий шедевр дизайна, а интерьер полное искусство. По-другому его еще называют домом дракона или дом костей. Проспект Пасео де Грасия прозвали кварталом раздора или еще яблоком раздора, потому что район стал превращаться в фешенебельный, а владельцы недвижимости заказывали лучших архитекторов, а те соревновались за самую впечатляющую архитектуру, и у каждого был свой непревзойденный стиль. Изначально это здание имело другой фасад, но в 1903 дом приобрел текстильный магнат Жозеп Бальо, и Гауди стал избранным архитектором среди других широко известных в Барселоне. А тот, в свою очередь, воплотил в этом проекте полную свободу творчества. В настоящее время дом Бальо принадлежит семье Бернар, бывшие владельцы компании Chupa Chups. Они купили здание в 90-х годах, полностью отреставрировали его и открыли двери публике. Стоимость посещения в среднем 33 евро. Рекомендую покупать только онлайн, так можно сэкономить и купить билет со скидкой. В вечерние часы в билет входит бокал шампанского, а на крыше дома устраивают концерты. Помимо работы Гауди, здесь можно наблюдать и другие проекты. Например, это лестница, величественный спуск в подземелье, над которой трудился японский архитектор Кенго Кума. Также у посетителя есть уникальная возможность очутиться внутри куба. Создатель этой комнаты – художник и дизайнер Рефик Анадоль. Свое произведение он назвал «В уме Гауди». Одна из самых первых работ изящной архитектуры проспекта – это дом шоколадного магната Антони Амалье. Этот проект принадлежал известному каталонскому архитектору Жозе Пуч и Кадафалк. Сейчас в этом здании находится музей испанского искусства, магазин сладостей и кафе, где предлагают отведать горячий шоколад. Следующую половину часть дня мы полностью посвятили старой части города Барселоны. Этот район именуется как готический квартал.
Здесь мы оказались на Новой площади. Несмотря на свое название, она является самой старейшей площадью Барселоны, которая образовалась в 1358 году. Раньше на этом месте находилось римское поселение Барсино. Часть башен и ворот сохранились до наших дней. Далее посетите дом архидиакона, резиденция главного церковного служителя. Это здание было основано в XII веке. Его строили с использованием старой римской стены. В конце XV века перестроили в стиле готика и ренессанс. Позднее дом архидиакона еще несколько раз перестраивали, вносили изменения в интерьеры в соответствии со вкусом времени. Особая часть архитектуры – это внутренний дворик. В 1895 году в этом доме находилась коллегия адвокатов Барселоны. С тех пор тут остался знаменитый почтовый ящик. Сейчас мы приближаемся к одному из самых популярных мест для фотографий в Барселоне. Это Епископский мост. По-другому его еще называют мостом вздохов или поцелуев. Мост был построен в 1929 году для того, чтобы соединить проходом два рядом стоящих здания. Благодаря своеобразной архитектуре и множеству интересных деталей возникает несколько легенд и популярность у туризма. Любовные пары приходят сюда воплотить свои мечты. Regálame tus amores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Это главный католический собор Барселоны в честь Святого Креста и Святой Евлалии. Его начали строить в 1298 году. Святая Евлалия является покровительницей Барселоны. Девочке Евлалии было всего 13 лет, когда ее казнили и подвергли 13 пыткам за отказ поклониться римским богам. В честь Евлалии на территории собора живет 13 гусей. Эта маленькая площадь в готическом квартале называется Сан-Фелипе-Нери. Здесь находится церковь и небольшая школа, а в центре площади восьмиугольный фонтан. Это место печально своими событиями. В 1938 году 30 января во время гражданской войны в Испании франкисты сбросили сюда две бомбы. В результате погибло 42 человека. В основном это были дети. На стенах зданий остались следы от бомбардировок. Еще одно напоминание о Древней Римской империи, которая господствовала ранее здесь. За много лет до нашей эры тут стоял языческий храм императора Августа, который являлся основателем империи римлян. Эти колонны сохранились с той эпохи. Пожалуй, самая интересная архитектура старого города – это дворец графов Барселоны и королей Арагона. Королевскую резиденцию начали строить еще в XIV веке. На месте, где сегодня отдыхают туристы от приятных прогулок, в древние времена здесь происходили самые важные события, как хорошие, так и жестокие в виде казни. Дворцовый комплекс состоит из трех отдельных зданий – тронного королевского зала, дворцовой капеллы Святой Агаты и здание, которое использовалось как суд Барселоны. Оно было построено достаточно позднее, уже в XVI веке, по приказу короля Испании. Сюда можно зайти бесплатно и ознакомиться с историей возникновения этой знаменитой двери. И напоследок советую наведаться в кафе «Четыре кота». Впервые оно открылось в 1897 году. Изначально здесь была небольшая гостиница и кабаре. Сегодня это очень уютный ресторан, где по вечерам играет пианист.